Всех приветствую на своем канале. Вы купили себе велосипед горный и с тормозами вот такими вот дисковыми, да? И или же сразу, или же немного попозже у вас возникла такая проблемка, как вот такие вот звуки. Начинаешь тормозить, и вот такие вот неприятные звуки появляются. Вот разобрал я в данный момент переднюю. И что я обнаружил? Велосипеду уже 5 лет, но на нем практически никто не ездил. Здесь вот, как мы посмотрим, практически новые колодки. Да, немножечко вот потертая впереди, сзади ничего. Даже и не доставало. Получается, что они с нуля делают колодки не совсем ровные. Они, плоскость неровная, а немножечко она изгибом таким. Вот, когда мы прокладываем один к другому, видно щель. Вот с одной стороны, с другой стороны, когда придавливаем, они болтаются туда-сюда. При этом, когда вы начинаете тормозить, то ваша вот эта вот колодочка начинает с одной стороны залипать немножко, и с другой стороны. И появляется вот такая вот вибрация. Туда-сюда она болтается с очень большим темпом. И от этого появляется этот звук. Сейчас попробую это решить. Я думаю, скорее всего, все у нас получится. Вот, нашел наждачечку. Не знаю, сколько здесь. В общем, какую я нашел здесь. Или 2000-я, или немножко покрупнее. Сейчас мы их подотрем на идеально ровной поверхности. На столешнице в кухне. И посмотрим, чтобы она идеально ровненько была, колодочка. И тогда обратно поставим и посмотрим. Ну, я думаю, тогда будет все шикарно. Это не зависит в данный момент от того, насколько она качественная. Я думаю, качество здесь нормальное в колодке. А именно из-за того, что они немножечко полусогнутые, полукругом здесь. И от этой вибрации получается такой звук. В общем, сейчас попробуем и потом посмотрим, что получится. Вот нашел ровную поверхность. Наша наждачная бумажка. Немножечко смачиваем ее, чтобы она не залипала. Вот, ну, в данный момент буду тереть, камеру неудобно держать. Сейчас немножко подотру, включу и покажу, как оно будет выглядеть после того, как я его немножко подчешу, и потом приложим одну к другой и посмотрим, насколько она будет неровная после того, как я его подровняю. Буквально немножечко потер, и уже видно, что она практически ровненькая. Вот как они между собой отличаются. Вот видно вот это вот то, что я потер, а вот это то, что я не трогал. Вот видно, вот здесь вот немножечко еще нужно дотереть. Ну, буквально здесь 30 секунд круговых движений, и все, и она нормально практически. Ну, еще вот здесь вот подтру, и потом уже будем вторую и пробовать, чтобы они не люфтили между собой. Ну что, колодочки идеально ровненькие. Даже вот держатся друг на другу от того, что там водичка осталась между ними. Сейчас попробуем, поставим их туда и проверим, будут они у нас визжать или нет. И потом проведем ту же процедурку и с задними. Снимать здесь их очень легко. Два болтика. Вот так вот оно стоит все. Два болтика открутил, снял. Далее тут две колодки. Получается, чтобы их снять, обязательно нужно открутить вот эту часть с магнитом, держатель. Вот этот. Если ты его не снимешь, то никак не получится их вытащить. Вытаскиваются они через вот эту щель. Все, поставилось все на место. Теперь нужно отрегулировать. Там, где ходит поршень, в принципе, ничего страшного, если будет зазор, потому что вместе с поршнем будет двигаться и колодка. Так что вот этим вот болтом регулировочным, и сразу это как заглушка идет, ним регулируем так, чтобы колодка только буквально доли миллиметра, чтобы она не дотрагивалась до тормозного диска. Берем вот так вот понемножечку и подгоняем, так чтобы просто не затирало. Вот, закручиваем туда.
Вот, закручиваем. Вот, оно практически уже начинает дотрагиваться. Вот в этом моменте уже можно остановиться. При этом, когда нажимаешь на тормоз, вторая ходит туда-сюда и прижимает уже диск и к одному, и ко второму. И сейчас попробуем, будет визжать или нет. Пока что звука нету. Это переднюю, что мы делали. И сейчас задний нажму. Звук между передней, разница и задней. Вот. Сейчас передняя и задняя. Звуки какие разные, да? И передняя. И пока что никаких вопросов нету. Конечно, посмотрим, как будет в будущем. Ну что, как они работают, мне в данный момент нравятся передние. Вот здесь вот этот болт, чтобы потом в будущем не откручивался и не оттягивал колодку, нужно зафиксировать вот этим вот болтиком. Закручиваешь, ну так, чтобы и не чересчур не сорвать, и так, чтобы не слабо. Ну что, снял я задние колодочки. Видно, здесь они прилегали лучше, чем те, что были спереди. Вот здесь вот немного видно не прилегал. И снизу здесь вот не прилегал. А так вроде бы притирались везде. Ну, в общем, сейчас пройдем ту же самую процедуру, что и с теми, и поглядим, насколько оно будет лучше. Потому что, ну, визуально, я так смотрю, эти будут намного получше, чем те. Вот как я прилаживаю. Люфтик есть. Но очень маленький, меньше, чем там был на передних. Ну, в общем, сейчас протрем и посмотрим, как оно будет. Все, эти колодочки мы тоже подтерли. Плоскость идеально ровная, можно сказать. Ведь мокренькие колодочки друг от друга не отпадают. Они шевелятся. Видите? Ну, держатся на водичке. Вот именно поэтому можно сказать, что плоскость идеально ровная. Видите, совсем не отпадает. Но движется по водичке. В общем, сейчас будем ставить эти назад. И тогда мы прокатнемся и посмотрим, насколько же оправданы наши данные действия. Если будут неоправданы, тогда, конечно, поедем, купим новые колодочки и не будем заморачиваться. Но я думаю, что это именно из-за этого, потому что визг появляется только из-за того, что они кривые и начинают вот так туда-сюда вибрировать. И от этого начинается этот шум. Ну что, осталось прокатнуться и посмотреть, насколько мы верно все сделали. Ведь я это посмотрел в ютубе. На автомобильных колодках говорили, что такая ситуация, и при этом идет от вибрации визг. Вот я решил проэкспериментировать и сделать это на велосипеде. Сейчас вот сядем и посмотрим, насколько это все оправдано. Пробуем передние тормоза. Нажимаем. Вроде бы тишина. Сейчас попробуем задние тормоза. Разгоняемся, нажимаем. Тишина. Ну, пока что наши труды не напрасны. Ну, может быть, не притрутся и потом начнут опять визжать. Это мы уже потом поглядим. И если что, я под видео в комментариях напишу, что колодки начали опять визжать, и я их выкинул, купил новые. Ну или же эти все-таки от вибрации визжали, и сейчас я эту проблему устранил. Ну, в общем, кому-то нравится видео, ставим пальчик вверх, не забываем подписываться на мой канал, и всем счастливо!